Добрый день, судари. Ну и сударыням-тударыням того же. Сегодня поговорим о некоторых мемах и смешных моментах франшизы Beatmania 2DX, а поговорить тут есть определенно о чем. Наливайте чаек, накладывайте вкусности, расслабляйтесь и наслаждайтесь. Поехали. Пожалуй, самая ненавидимая ритм-игровая механика берет свое начало именно в Beatmania 2DX и, само собой, как и большинство вещей, является не багом, а фичой. В треке Soft Landing on the Body Charter человек, ответственный за создание порядка нот в треке, немножечко перетрудился и с горячей головы напутал значение BPM, из-за чего в какой-то момент скорость падения нот возрастает ровно в 2 раза, после чего возвращается на прежние значения. Самое что удивительное, это тот случай, где механика игры по какой-то неведомой причине настолько понравилась разработчикам игры, что ее превратили в полноценную часть скиллсета наравне с умением читать ноты и аккорды. А сам баг со временем стал классическим клише: «Хочу сделать песню сложнее, но делать действительно сложный интересный чарт ленно, поэтому, игроки, страдайте». В Beatmania 2DX есть система оценивания навыка игрока, называемая Dan Inintei, начинающаяся с 6-го Q по 1-й Dan, заканчиваясь последним и финальным испытанием – Кайденом, самым высшим даном в игре. Дан состоит из 4 треков высокой степени сложности. На протяжении многих лет это были Nageki no Ki, Beachside Bunny, Химика и финальный трек всей игры Мэй. Умопомрачительный шквал нот на 200 BPM с весьма непростыми паттернами, которые ведут к самому эпичному моменту во всей игре – резкое замедление скорости и ее постепенный набор на протяжении длительного времени, заставляющий игрока проявить недюжую выдержку, сосредоточение зрения и чудеса памяти. Однако, как только секция замедления заканчивается и игрок успешно ее преодолевает, начинается самая легкая секция песни, поэтому в Японии зародился мем, когда по преодолении этого сложного участка последнего трека Кайден, игрок или его друзья, наблюдающие за столь сакральным процессом замирания сердца, не дожидаясь окончания трека, смеясь, кричали «Кайден омедето!», что по сути означает «Поздравляем с Кайденом». Наверняка у вас были моменты, когда играешь себе спокойно трек, все хорошо и ничего не предвещает беды, как вдруг на ровном месте совершенно случайно совершается банальная ошибка. Вы ловите Chain Pour, механика, присущая исключительно Beatmania 2DX и BMS, где при одной неправильной ноте игра может начать засчитывать остальные ноты как промахи или с плохой оценкой, чтобы предотвратить рандомную долбежку по контроллеру клавиатуре, и вы внезапно находите себя в ситуации, когда фейлите трек на ровном месте. Это и есть Jew Moment. Самый ближайший аналог из других ритм-игр — Choke. Только вот Choke — это всегда ошибка игрока, в то время как Jew Moment — это когда совершенства игре мало, и она хочет показать свой буйный нрав. Неприятно, но большинство игроков Beatmania 2DX относятся к этому с юмором. Довольно старый трек от Slake, который миметичен сразу по нескольким причинам. Первое – это BGA. Художественно снятый кринж в лучших традициях B-movie доставляет и по сей день. Вторая причина – сломанные в говнину тайминги, где исход в 90% случаев либо P-grade, высшая оценка, либо bad, что по сути равносильно промаху. Очередной просчет Чартера породил, пожалуй, один из самых любимых мемов сообщества 2DX, нарочито подчеркивающих сложность игры. Позже этот баг был исправлен, но все прекрасно знают, что вся фишка Gamble именно в сломанных таймингах.
В Lunatic Rave 2 даже есть отдельный режим Gamble, где тайминги любого играемого трека превращаются в тайминги Gamble, так что любой игрок по сей день может к этому мему приобщиться. Так уж исторически сложилось, что одной из самых сложных песен уровня Hyper 10 является The Safari. Будучи старым треком, чартинг заставляет знатно гореть пятую точку у любого игрока, впервые наткнувшегося на него. В чарте преобладают джеки и роллы из двойных лестниц, почти перерастающие в денимы. Поэтому разработчики посчитали, что было бы неплохо добавить The Safari в качестве последнего трека седьмого дана в Dan in Entei. Однако большинство игроков просто стали пропускать седьмой дан и сразу переходить в восьмой, и многим он казался существенно проще, просто потому что там не было столь сложной песни The Safari. Со временем тех, кто сразу с шестого дана переходил на восьмой, а таких игроков было немало, шутливо начали называть беженцами Сафари. Beatmania 2DX игра довольно непростая, и иногда, чтобы банально пройти трек, требуется необоснованно огромное количество времени и усилий. Не всем игрокам такое испытание кажется справедливым и рациональным. Желание закрыть гештальт, пройти сложный трек, либо же чаще всего получить заветную регалию в виде высшего дана Кайден, породил технику чтения нот Анмитсу, где трек нарочито упрощается и нажимается не так, как он на самом деле отображается, позволяя игроку пройти сложные моменты. Да, теряется огромное количество очков точности, но кого это волнует, если на кону стоит закрытие принципиально важного гештальта? Дайсуке. Это, пожалуй, без преувеличения, самый популярный и известный мем в сообществе Beatmania 2DX. Все дело в легкой, ненавязчивой, качающей музыке, всеми нами любимый Евробит. И, что куда более важно, БГА, в котором экстравагантного внешнего вида мачо своим танцем привлекает не только представительниц прекрасного пола, но и мужскую половину населения, чертовы вы любители гачимучи. Если быть объективным, это банальный случай того, когда все настолько плохо и кринж, что даже очень хорошо. Мало кто правда знает, что у Дайски есть духовный наследник от все той же Y&Co, который называется Тадайоши. Трек качает даже сильнее, чем Дайски, не менее миметичный, но по какой-то причине не стал столь же популярным. Sayonara Superstar и She Is My Wife. Оба трека написаны всеми любимым композитором внутренней студии Bemani Takом под его ловеласским альтер-эго Superstar Mitsuru. Треки известны отменной хореографией танцующего композитора и его детально выверенным сценическим образом. She Is My Wife — это чувственная баллада о давней потере некогда близкого человека, любовного интереса, выраженная через экстравагантный танец и душераздирающий вокал. Само собой, таким образом, как это мог сделать только Superstar Mitsuru. Текст She Is My Wife в переводе звучит примерно так. «Любовь. Иногда она прекрасна, но иногда сводит людей с ума. Я провел с тобой всего несколько ночей, но когда я закрываю глаза, воспоминания о тебе ярко отражаются в моей памяти, хоть ты больше и не рядом со мной. Все, что осталось, это тепло твоего тела и запах. Она моя жена. Любовь, мечты и надежды, я никогда не забуду дней, что провел с тобой. Ах, она моя жена». Что? Что, блять, то есть? Серьезно? Да, это Superstar Mitsuru, и за это его все и любят. Так целенаправленно вкладывает в свой кринж-фест настолько много усилий, что невольно начинаешь верить в то, что он делает. Прекрасный сценический образ, достойный 1000 похвал. А что же там с Sayonara Superstar?
Трек не менее завораживающий и чувственный, так как является последним треком Tag в составе студии Bemani, где он крайне трогательно прощается со своими коллегами. Но вот именно это лицо одного из самых знаменитых и именитых композиторов студии Bemani, диджей Така, настоящее имя Такаюки Ишикава, появляющийся в конце видео аж на целых 3 секунды в качестве финального аккорда, станет мемом на долгие годы вперед. Сам диджей Така, правда, такого распространения мема не ожидал и сначала не оценил свою популярность, после чего конец видео заменили на быстро сменяющиеся лица всех участвовавших в видео композиторов, чтобы сместить акцент на других персонажей. Но все же со временем, когда в видео других треков неоднократно появлялись отсылки на это миметичное лицо диджей Така, оригинальное видео было снова добавлено в трек, где любители трека снова могли насладиться уже полюбившейся гримасой диджей Така, который еле сдерживается от смеха в попытках изобразить искреннее удивление. Only One. Этот мем в целом относится к названиям жанров музыки в Beatmania 2DX, где композиторы были вольны называть жанр своего трека так, как им вздумается. И обращаясь снова к ловеласу Superstar Mitsuru, все его треки в графе жанр назывались с припиской Only One, то есть единственный, подчеркивая его уникальный статус студии Bemani. Так трек She's My Wife относился к самоназванному жанру Only One Ballad, одна единственная баллада, в то время как Sayonara Superstar назывался Only One Finale, один единственный конец, завершение. Но не этими двумя треками все ограничилось. New Sensation носила жанр Only One Idol Song, New Generation была в жанре Only One Eurobeat, и конечная тема Beatmania 2DX Empress Thank You For Playing, которая проигрывалась по окончанию игры в аркадный режим, после ее добавления в игру в качестве играбельного трека стала называться Only One Epilogue. И на сегодня мы на этом, пожалуй, закруглимся. Beatmania 2DX — огромная франшиза с тонной забавных и интересных моментов, о которых можно было бы рассказать, но вместить все это в одно видео — поистине исполинская задача, поэтому если вам этот скромный рассказ показался интересным, просьба подписаться на канал, поставить там Лукаченского, написать какой-нибудь комментарий в духе «А как же это? Ну ты же забыл вот это, и вообще ты гандон...» и ждать вестей. Авось когда-нибудь появится вторая часть. Но это не точно. Thank you for praying. Слушайте, я нашел полный перевод текста песен Мицуру на английский. Полный перевод песен She Is My Wife с самого начала и до конца. И есть 2 абзаца, которые я не включил в перевод. Мне хотелось бы их озвучить, потому что... Но это шедевр. Поток времени жесток. Сезоны сменяют один друг друга. Но вот снова наступает этот сезон. Свежий воздух, чистое дыхание и немота на кончиках пальцев. Приход этого сезона снова напоминает о тебе. Нежная улыбка, которую я вижу иногда. Мысль, что я ее больше не увижу, сводит меня с ума. Я больше не смогу тебя коснуться или даже поговорить с тобой. Ну где же ты, когда настали эти теплые дни? Бессонные ночи, которые длятся целыми днями. Были времена, когда я боялся даже надвигающейся темноты. Однако, даже несмотря на то, что я знал, что каждая темная ночь закончится ярким рассветом, я провознемогал, но все же я выстоял. И тем не менее, и текст, блядь, продолжается, господи, боже мой, что это? Мне кажется, Мицуру уже на то время, когда этот трек выходил, понимал, насколько смешно выглядели поп-айдолы в Японии. И своим образом в целом высмеивал поп-культуру. Я не удивлюсь, что в Японии это довольно известный факт, но ни на Реми Вики, ни еще либо на каких-то открытых ресурсах я этой информации не нашел. И мне кажется, что это довольно забавно. Хе-хе.